Революция 1930 года в Бразилии. Революция 1930 года в Бразилии представляла собой вооруженное восстание по всей Бразилии, положившее конец Старой Республике. Революция сменила президента Вашингтона Луисона, проигравшего кандидата в президенты и революционного лидера Жетулио Варгаса, положив конец политической гегемонии, олигархии, политике кофе с молоком, существовавшей 4 десятилетия, положив начало эре Варгаса. Поясняю, политика кофе с молоком – это термин, которым обозначает доминирование в бразильской политике во времена Старой Республики, олигархии, крупнейших и богатейших штатов Сан-Паулу, центр производства кофе, и Минас-Жерайс, центр молочной промышленности. Что касаемо эры Варгаса, то эра Варгаса – это период в истории Бразилии, когда у власти находился Жетулио Варгас, который правил страной с 1930 по 1945 годы, фактически обладая авторитарными полномочиями. Более подробно, Варгас был избран Конгрессом и правил как президент с демократически избранным законодательным органом. Президентство Варгаса должно было закончиться в 1938 году. Однако, чтобы остаться у власти, он ввел новую диктаторскую конституцию в результате государственного переворота и закрыл законодательный орган, чтобы управлять Бразилией как диктатор, тем самым инициировал новое государство. Изгнание Варгаса и режима нового государства в 1945 году привело к восстановлению демократии в Бразилии с принятием новой демократической конституции в 1946 году, что ознаменовало конец эры Варгаса. Итак, на протяжении большей части конца XIX и начала XX веков бразильская политика контролировалась Союзом Штатов, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Они сменяли друг друга на президентских выборах вплоть до 1929 года, когда действующий президент Вашингтон Луис объявил, что его преемником станет Жулио Престис, также родом из Сан-Паулу. В ответ на предательство олигархии Минас-Жерайс был сформирован либеральный альянс, поддержавший кандидата от оппозиции Жетулио Варгаса. Альянс осудил победу Престиса на президентских выборах в марте 1930 года как фальсификацию. Однако дальше этого дела не пошло, но когда был убит напарник Варгаса по предвыборной гонке Жуан Песоа, все изменилось. Так Песоа стал мучеником за дело революции. 3 октября под руководством Варгаса и Монтейру было поднято восстание. И на следующий день восстания революция распространилась на север и северо-восток под руководством Тавары, и Минас-Жерайс официально объявила о своей верности революции. Военные офицеры, действовавшие независимо как от правительства, так и от революционеров, обеспокоенные возможностью затяжной гражданской войны, быстро совершили военный переворот и свергли Луиса в Рио-де-Жанейро 24 октября. Надеясь предотвратить дальнейшее кровопролитие, 3 высших военных офицера, генералы Аугусто Тасу Фрагозу, Жуан Ди Деус Мена Баретту и адмирал Жозе Изаяс Ди Наронья, сформировали военную хунту и недолго, менее 2 недель, правили страной. После переговоров между революционерами и хунтой Варгас прибыл в Рио и 3 ноября принял власть от хунты. В течение следующих 7 лет Варгас добился беспрецедентной консолидации власти с переходными правительствами, пока в результате государственного переворота он не провозгласил новое государство. Варгас оставался на своем посту до тех пор, пока не был вынужден уйти в отставку в 1945 году. К 1900 году Бразилия производила 75% мирового объема кофе. Однако цены на кофе упали. В 1920-е годы экономика Бразилии значительно улучшилась, несмотря на то, что Бразилия по-прежнему зависела от экспорта кофе. Мировые цены на него выросли более чем вдвое к 1925 году, после чего немного снизились. В 1929 году, после биржевого краха 1929 года, обвального падения цен акций в США, в экономике произошли потрясения, и цены на кофе резко упали из-за экономического спада. Вопрос промышленных рабочих на протяжении всего этого периода был причиной революции. Освалду Аранья, ставший первым министром юстиции и внутренних дел после революции, описал состояние страны вскоре после революции. Страна была без денег, без валюты, плавающий долг, федеральный на уровне штатов и местный, который так и не был рассчитан. Напиток кофе переживал 3 кризиса: цены, перепроизводство и большие запасы на складах. Бразильская экономика, промышленность и рабочая сила в упадке, кризис, безработица. В
политической жизни старой или первой республики доминировал союз между штатами Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Олигархическая практика, известная как политика кофе с молоком, объединяла производителей кофе в Сан-Паулу с молочной промышленностью, доминировавшей в штате Минас-Жерайс. Используя преимущество экономической мощи и влияния, два штата чередовали президентство друг с другом. Вашингтон Луис победил на президентских выборах в Бразилии в 1926 году, набрав 98% голосов. И его правление стало необычайным периодом процветания, внутреннего мира и умиротворения. В соответствии с политикой кофе с молоком, кандидатом на выборах 1930 года должен был стать Антонио Карлос Рибейро, губернатор штата Минас-Жерайс. Однако вместо этого республиканская партия Сан-Паулу поддержала Престиса. Это создало оппозицию, выступающую против Престиса в основном в Минас-Жерайсе. Был сформирован либеральный альянс, поддержавший Варгаса в качестве президента Бразилии. В 1929 году Рибейро выступил с речью, в которой заявил: «Разрешите революцию путем голосования, прежде чем народ сделает это с помощью насилия». В бразильской армии возникла идеология или философия, которая сформировала движение тенентистов, которое состояло из молодых офицеров, выступавших против олигархической федеральной системы, основанной на политике кофе с молоком. В 1922 году в Рио-де-Жанейро произошло первое из нескольких военных восстаний, организованных представителями движения тенентистов. Позже движение тенентистов поддержало выдвижение Варгаса на пост президента и помогло революции. Президентские выборы состоялись 1 марта 1930 года и принесли победу Престису, который набрал 58% голосов. Либеральный альянс отказался признать законность выборов и заявил, что победа Престиса была результатом фальсификации. На самом деле обе стороны манипулировали электоратом. Это привело к созданию заговора, однако заговор потерпел неудачу. 26 июля 1930 года Жоан Песоа был убит по политическим и личным мотивам. Это стало поводом для вооруженной мобилизации. В результате убийства в Параибе воцарилась анархия. Убийство Песоа способствовало созданию особенного климата для революции и способствовало социальным переменам, поскольку правительство было признано ответственным за его убийство. Планировалось, что революция 1930 года начнется 26 августа, но дата была перенесена на 3 октября. В 10 вечера 3 октября революционеры захватили город Порту-Алегре, столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, и нанесли поражение войскам Гаучо. Погибло 20 человек. Революционеры шли к своим целям, и к 10 октября они контролировали весь штат. Было лишь небольшое безуспешное сопротивление. Революция в штате Санта-Катарина прошла относительно гладко. 5 октября в штате Парана генерал сообщил Варгасу, что для него будет безопаснее разместить свою штаб-квартиру там, где находятся передовые позиции революции. На северо-востоке страны революция развивалась медленно. Тавара настаивала на том, что революция должна начаться на рассвете 4 октября, а не 3 октября, когда она началась на юге. В результате офицеры на северо-востоке были предупреждены о революции до того, как революционеры были готовы к бою. Тавара и его люди вошли в столицу штата Ресифи и захватили ее. В результате захвата Ресифи погибло 38 человек и 120 было ранено. В это время в штате Бае было зафиксировано вторжение. Произошла попытка контрреволюции, однако она оказалась безуспешной.
19 октября популярный кардинал Себастьян Леме, архиепископ Рио-де-Жанейро, прибыл в столицу из Рима. 2 днями ранее его убедили, что в интересах мира он должен добиться отставки Луиса. Когда Леме попытался обсудить это с Луисом, президент ответил, что «тогда ваше высокопреосвященство сомневается в лояльности моих генералов». Многие генералы считали, что дальнейшее упрямство президента бесполезно и опасались гражданской войны. Одним из таких генералов был Аугусто Тасо Фрагозо, который ранее сказал бывшему депутату парламента штата Риу-Гранди-ду-Сул, что он мог бы присоединиться к революции, если бы она стала общенациональной. В дальнейшем Аугусто Тасо Фрагозо, Жоан ди Деус Мена Баретту и их соратники собрались в ночь на 23 октября в форте Копакабана, чтобы составить план свержения и получили благоприятные известия от военной полиции. Операция по свержению президента была начата утром 24 октября. По словам историка Джона Даллеса, президент до последнего оставался гордым человеком, который выполнял свой долг так, как он его видел. В дальнейшем президент объяснил Леме: «Я нахожусь в плену в этой комнате, а дворец и сады захвачены войсками. Я ухожу, склоняясь перед насилием». После переворота президент был заменен временной правящей умиротворяющей хунтой из 3 человек. Толпы устроили хаос в Рио, пока решался вопрос о передаче власти Варгасу. В конце концов, Варгас направил послание хунте, в котором говорилось, что революционеры не могут остановиться на полпути. После прибытия Варгаса в Рио 31 октября приветствие было бурным. Люди, живущие сегодня, впоследствии разочаровавшиеся в Варгасе как президенте, могут вспомнить пьянящее чувство, что начинается новая эра. Хунта передала власть Варгасу 3 ноября. После того, как Варгас пришел к власти в качестве президента, за время его правления в Бразилии вспыхнули 3 восстания. Первым из них была конституционалистская революция 1932 года, возглавляемая Сан-Паулу. Революция привела к принятию новой конституции 16 июля 1934 года. Важно сказать, что несмотря на военное поражение, некоторые из основных требований сторонников конституционалистской революции впоследствии были удовлетворены Варгасом. В гражданской истории Бразилии конституционалистскую революцию 1932 года считают величайшим историческим событием. В 1935 году вспыхнула коммунистическая революция, но она, как и революция 1932 года, была подавлена. Однако фашистская революция 1938 года привела к политическому кризису. Варгас во имя закона и порядка отменил Конституцию, упразднил политические партии, отменил президентские выборы 1938 года и провозгласил новую Конституцию. Полномочия Варгаса были расширены в геометрической прогрессии. Он упразднил законодательную ассамблею, заменил большинство губернаторов штатов людьми, которых он одобрил, что привело к отсутствию какой-либо проверки его полномочий и положило начало новому государству, в котором Варгас, по сути, стал диктатором с неограниченными полномочиями с 1937 по 1945 год.